Доброе утро, ребятки. В общем, есть у меня вот еще один такой маленький инструментик. Ну, это этот, как его, я не знаю, нивелир, уровень, лазер, электронный уровень, как его там правильно назвать. Вот, сейчас я вам покажу. Вот, такой вот штуковин. ПМ4. К нему штатив. Вот. К нему уровень. К нему переходник. И еще там такое крепление, которое вешается на стену. И сейчас расскажу. Вот таких пару штучек тут есть. Так, штатив. Ничего такого сверхъестественного. Все крутится, все выдвигается, все открывается. Легенький. Ну, в общем, ну это такой средний, это не самый большой. Вот, самый маленький. Тут есть этот, вот еще в этих ногах. Это если настройки. Вот штыри, пиптики, как их там назвать. Вот. А если где-то в комнате, там, ну или чистовой монтаж, откручиваются вот эти вот гаечки. И все, и вы уже работаете как на линолеуме, там, на паркете, ну где угодно. Мелочь, а приятно. Вот. Так, дальше. Это штатив. Штатив. Простой, как двери. Так, вот этот вот переходничок, это крепление лазера на штатив. Здесь он закручивается по резьбе. Вот, здесь потом фиксируется, чтобы не крутился. А вот тут пазы такие и на лазере внутри. Все. Ну, вот, ну, я покажу тогда. Оставлять не буду, просто покажу. Вот, защелкнулось, все. Он уже не снимается. Защелкнул или нет, а то что-то я показала. Все, вот защелкнулось. Теперь в обратную сторону раз и снимаем. Дальше. Ребят, вот это приспособление. Это если вы где-то хотите повесить вот, на шуруп. Раз, повесили его, все. Вот этим болтом вы выравниваете горизонтально. Ну, вернее, вертикально в данном случае. Вот, чтобы оно было ровно. Или же этим еще можно вот как полочка уголка. Сейчас продемонстрирую, чем бы таким показать-то. Что у меня-то под рукой ничего такого нет. А, ну вот такое. Вот, просто, ну, толстая. Что-то такого тоненького нету. Ну, принцип простой. Сейчас покажу, листочек просто возьму. Вот. Просто вот, раз, и закрепили уголок, если какая-то полочка или это, ну, по размеру тут, я не знаю сколько, миллиметров 8, наверное. И все, и, он уже будет потом работать, ну, висеть так. Вот, а сюда же прикручивается, опять же, лазер. И стоит он, все. На лазере на одной из ножек есть 0, ну, уровень, это, и все. Закрепили и можете работать так, вот, или так, или повесить, и уже будет он работать. Дальше что еще есть? Есть еще вот этот вот, как назвать ее правильно, мишень. Вот, это нужно, если большое расстояние или в солнечную погоду вы не видите уровень, ну, вернее, уровень, не видите эту полосу, которая вам бьет. Как эта мишень ставится, и он потом показывает вам. Покажу, как это работает. Там две пальчиковые батарейки. Вот. Сам лазер так же самое. Работает он на 4 батареях пальчиковых.
Вот. Отбивает горизонталь, вертикаль или крестом он их отбивает еще. Ну вот, включается он таким простым образом. Вот, то есть он бьет налево, направо, прямо и вверх. Вот, то есть на, ну как сказать, 180 градусов, да, назад 300, ну, назад он не бьет, чтобы было крестом. Получается 180 и 90. Вот. Переключается таким вот образом. Это вот мы сейчас, у нас все вертикали. Вот. Вот горизонталь. А вот вертикаль с горизонталью. Крестом она бьется. Вот. Ну, наверное, вот, может попробовать вот так. Вот сейчас покажу. Да, вот она. Вот, чтобы так было понятно. Выключили. Вот, вертикаль. Горизонталь. Вот горизонталь с вертикалью. Еще есть тут колесико блокировки. И сейчас я его, потому что в этот, чтобы маятник был. Вот сейчас мы освободим. Есть вот тут еще есть еще такой вот тонкая регулировка. Вот вы подкручиваете, куда вам нужно, там вертикаль. И вот она уходит у нас влево. Вот уходит вправо. Это тонкая подстройки. Выключил. Теперь горизонталь. Вот так же самое вверх-вниз. И плюс... ну и потом же этот, ребята, вот это маятник, блокировка, чтобы потом для транспортировки не забывать его переключать, и уже маятник не болтается. Еще момент. Когда ставим... лазер ставим на штатив, то у нас уже как бы не работает отвес. В данном случае-то он работает. Вот. Тут точка должна быть внизу, вот она, точечка есть. Ну а когда на штативе, то у нас получается... Не получается, вернее, того, что там внизу. Так, теперь хочу показать, как работает, допустим, вот вам нужно поймать вертикаль. Да, ну вот. Покажу, как работает мишень. Так, включилась. Ну и вот все. Так, и вот мы ищем ее. Вот. Стоп. Все, вот. Торможу. Вот он. Протормозил, на этом, как его, на вертикали, горизонтали искал. Вот, мы подводим уже, и вот оно у нас сразу там полосочку показывает прямо на этом вот мониторе. Ну, я не знаю, если будет видно или нет. Тут. Плюс стрелочки показывают влево или вправо. Вот. Все, значит, уже мы там. Так, теперь попробуем этот вертикаль. Вертикаль, горизонталь, вот, блин, балбес. Вот он уже показывает ее, ловит. Ну, все, поймали. То есть, вот, я так понимаю, вот этот вот датчик вот светодиодный там внутри или чего, а здесь на дисплее просто отображается и все. Ничего какого сверхъестественного. Я им не пользуюсь. У нас таких расстояний нету. Это сильно далеко. И там как, ну, проверяли мы его на 10 метрах. Вот луч увеличивается где-то на 2 мм. Ну, луч становится 2 миллиметра. На 15, ну там уже почти 4 миллиметра толщина луча. У нас таких просто расстояний нет. Поэтому я им практически не пользуюсь. А вот сейчас мы... Интересно, если этот, как его, если он поймает вертикаль с горизонталью вместе, ну, для интереса, что нам покажет. Нет, так показывает вертикаль. Да, ну он работает в одном положении. Все, ничего не покажет. Звук можно отключить. Правильно я понял? Меняется звук. Ага, меняется. Я думал, отключить можно. Так. Ну да, все, отключил. Третье положение отключилось. Все. Не пользуюсь им, но он такой. Ну, есть. Есть, вот он был в наборе в этом. Ссылку там скину, где покупал. Ну, вот, в принципе, и все. Ничего тут такого финдибоберного нету. Сейчас уже делают они с этими зелеными лучами. Ну, зеленые лучи, блин, стоят сильно больших денег.
Вот. И там, когда ставят они зеленые лучи, так вертикальный вниз ставят этот, как его, оставляют красный, хоть чуть-чуть, чтобы дешевле было. Ну, зато зеленый луч видно лучше. Так что вот такой вот, ребятки, агрегатик. Линии отбивает хорошо. Вот. Со своей работой справляется. Вот. Буду рад, если кому-то это было полезно. Так что, как мы там говорим, хорошие люди должны работать хорошим инструментом. Всем спасибо за ваше время. Всего доброго. До скорых встреч.